Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов, и сейчас я нахожусь на самом деле очень далеко, очень посреди Атлантического океана, на небольшом буквально клочке земли острове Исландия, где дуют сильные ветра, постоянно льет дождь. Редко бывает хотя бы 15 градусов тепла, но при этом безумно красивая природа даже в плохую погоду. Невероятно. Ну и здесь я был, в общем-то, уже лет 5 назад и исследовал этот клочок такой марсианской поверхности, да, образовавшейся случайно на Земле из-за столкновения двух тектонических плит. Ездил смотреть на гейзеры к месту первого парламента викингов, пил чистейшую воду из ручьев, глазел на водопады, исследовал всяческий Рейкьявик с его великолепными церквями и постоянными памятниками различным викингам, включая там сына Эрика Рыжего, который открыл Исландию. Ходил к офису президента, узнавал прикольные факты про самих исландцев, то, что они верят в эльфов, то, что они умеют читать древние книги викингов, потому что у них язык не сильно-то изменился, что у них нет на самом деле фамилий, есть только отчество и многое-многое другое. Единственное, чего я не сделал, это не заехал на EVE Fest, фестиваль всех поклонников EVE Online, а одно из крупнейших событий в жизни Исландии, на котором анонсируются новые проекты CCP Games, съезжаются фанаты EVE Online со всего света, и на протяжении нескольких дней рассказывается о том, как дальше будет жить игра, которая составляет 2% ВВП целой страны. Welcome to FanFest 2017! Woo! EVE Fest проходит здесь. Это Харпа, крупнейшая концертная площадка Исландии. Ну и сама Исландия, нужно понимать, это всего несколько сот тысяч человек. Это, по сути, город-государство. И Харпа определенно гордость этого государства. Сюда ежегодно набивается несколько тысяч поклонников EVE Online. Они приезжают со всего света. Из аэропорта их привозят специальным автобусом. Ходят специальные рейсы. И уже много лет подряд, а именно 13 лет подряд, это событие, стало частью жизни страны. И все это из-за одной компьютерной игры. Но на самом деле не одной, потому что линейка CCP Games, она увеличивается, постоянно выходят новые проекты, в том числе и под VR. И в этих стенах, наряду с новостями о старых играх, будут еще и новые. Так что пойдемте. Суровые люди. Мне кажется, очень круто чувствовать себя поклонником EVE Online, когда ты там вообще едешь тусить в другую страну, садишься на фирменный автобус, приезжаешь и просто попадаешь в альтернативный мир. Вот оно, царство EVE Online и CCP Games. Одна из таких больших игровых новостей то, что VR-подразделение CCP всячески будет развиваться после такого умеренного успеха EVE Valkyrie, который вышел одновременно, в общем, с запуском VR на старте Oculus, потом закрепила свой успех на PSVR. И, в общем, на этом EVE-фесте было заявлено, что CCP будет всячески заниматься VR. А, кстати, почему? Потому что вот за мной сидит сейчас CEO компании Хельмар Петерсон, и он, в общем, рассказывал, что CCP на самом деле началась с виртуальной реальности. До того, как они основали эту компанию, начали называться CCP, они занимались виртуальными мирами для VRML. Это был такой язык трехмерной визуализации вместо HTML. Кто помнит начало 90-х, начало интернета, помнит, что эту тему активно толкали. Они активно занимались виртуальными мирами, и сейчас, вот как они говорят, это, по сути, возврат к истокам. И им самим это очень интересно. И они будут заниматься тем, что когда-то не получилось, по сути. Сейчас начинает получаться, и Valkyrie собрала неплохую аудиторию, вот теперь у них уже 3 VR-игры. Это Valkyrie, это Gunjack, для мобильников такой очень простой VR-проект, у которого был в то же время достаточно успешен, уже вторую часть делают. И третий, он абсолютно новый, это Spark.
Спарк — это, по сути, виртуальный такой спорт. Очень напоминает то, что мы когда-то видели в кинофильме «Трон», да, с метанием этого диска. Только вместо диска мы кидаем мячик, и это при этом, ну, такая вполне себе серьезная спортивная игра с правилами, где ты можешь этот мяч по-разному кидать, он, да, там отскакивает от стенок, ты можешь делать крученые мячи. У тебя есть щит, которым можно защищаться, отбивать этот скачущий мяч. У противника тоже свой мячик, и при этом чужие мячи ты можешь только отбивать, а свои хватать и запускать заново, например. Ну, то есть много-много разных правил. Нужно прямо телом уворачиваться, руками всячески во все стороны активно дрыгать, хватать этот мяч, пускать обратно, разрабатывать различные тактики и стратегии. Короче, очень потно, очень весело. Мне понравилось. Чё, нет, честно? Я попробую клонить. А вот так, давай. Что касается Ганжека 2, то его показывали в Daydream. Это новый VR от Google для их телефона Pixel. Не, ну это такой типа базовый VR, потому что у тебя ничего нет, движения головой и прочее. Ну это все очень, ну просто 3D очки фактически. И в общем, впервые я попробовал Daydream, это Google Pixel VR headset, уже не картбокс этот, а полноценный, он очень приятный, очень такой, прям как постельное белье. Есть такой вот простой пультик, и можно, в принципе, да, сюда вставляешь Google Pixel и играешь. Изображение очень хорошее, но это какой-то совсем очень простой VR, потому что ну, твои все движения головой не учитываются по понятным причинам. Но действительно очень комфортные девайсины для, ну, мне кажется, основное его применение будет в VR-порно. Ну, а самое интересное, по крайней мере, в плане сетапа, в плане феста, они придумали здесь, за этой дверью. Для их Valkyrie выходят новые карты, наземные карты, и для того, чтобы их продемонстрировать фанатам Евы, TCP сделали одну очень-очень прикольную штуку. Пойдемте посмотрим. Begin systems check. Ну а теперь, когда с VR более-менее ясно, это было здорово, давайте прогуляемся по iFest и поймем, что же это все-таки такое. Ну а позже посмотрим, какие у CCP планы на ближайшее будущее. Ну, на самом деле, фест напоминает, ну, любой другой фест, только очень-очень ограниченной тематики, да, сделанный для исключительно фанатов CCP Games, то есть, по большому счету, фанатов EVE Online. Здесь вот есть огромная доска, на которой все приходящие могут оставлять свои автографы. Мы сделали это первыми. Вот так вот. Ну, я хотел по центру, конечно, но все-таки я скромный товарищ, я буду чуть-чуть. Огромное количество флагов различных корпораций, альянсов. Здесь прям приходят люди с напечатанными своими флагами и вешают. Это все реальные организации из игры, да, EVE Online. Вот там можно сделать себе татуировку с различными логотипами из игры. Когда бы кто мог подумать, что вот эта пожилая женщина, во-первых, играет в EVE Online, во-вторых, она сюда придет и будет набивать себе татуху из игры. В различных холлах, да, выступают разработчики, они рассказывают о нововведениях в игру, о том, что ждет игроков в EVE Online. Сейчас они всячески привлекают новых
игроков, сделали часть игры фри-то-плейной, переделали полностью туториал, чтобы новым игрокам было легче, в общем-то, вникать. Будет все больше сюжета, при том, что EVE Online не про сюжет, а про реальные истории, которые рассказывают реальные игроки. Есть магазинчик с мерчендайзом. Здесь можно загримироваться под стиль, да, одной из раз, под аватарку. Вот там находится барчик, где собираются различные ганги, корпы и, в общем, бухают вместе в реальности. Ну, а там находится большой концертный зал, где, в общем, проходят основные лекции и все самые-самые важные движухи. Но самое интересное, это очень крутой пример работы с комьюнити, то, что вот здесь вот прямо во время EVE-феста разворачивается, по сути, ролл-плей игра. То есть прямо сейчас, вот во время того, как здесь все эти люди находятся, пока мы здесь ходим, снимаем, какие-то люди беседуют с друг другом, у отдельной группы игроков действительно там вершатся судьбы, разворачивается сюжет, причем разворачивается он на протяжении нескольких дней. Он нелинейный, у него есть разные концовки, и, скорее всего, он будет вписан в лор, и события, которые здесь произойдут, они действительно повлияют на какой-то там вот небольшой кусочек сюжета. The Kionoke plague crisis continues, and outbreaks are known to be taking place in at least 4 locations across New Eden. По сюжету целый сектор впал под карантин, произошла вспышка неизвестного вируса, и, в общем-то, на одной станции решили собраться совет всех рас и, в общем, разрулить эту ситуацию, выяснить, что же делать. На станцию, естественно, проникли диверсанты, привезли зараженного пациента, все уже тоже здесь начала инфекция распространяться. В общем, каждый день разворачивается сюжет, причем сюжет этот меняется благодаря, в общем-то, участию самих посетителей и игроков. Но подробнее об этом лучше пускай расскажут ребята, которые этим занимаются, тем более, что среди них есть и наш соотечественник. This harrowing footage of conditions inside the dome was leaked to the scope, indicating a complete breakdown in law and order within the sealed-off area. Компания CCP была нанята компанией актеров, она называется The Company P. Они предоставили актеров и съемочную команду для всех делегаций. Например, этот сет делегации Калдари, его сегодня принесли сюда утром. Каждый день сеты менялись, и они менялись в соответствии с сюжетом. За углом там снаружи есть лаборатория Минматар, которые, судя по всему, разработали это лекарство по сюжету, опять же. В том конце была делегация Галенты, у них был бар, что неудивительно. Там же была церковь Амар, в которой проводились очень громкие и интересные ритуалы. В одном из них я принял участие. Мы, в свою очередь, занимаемся тем, что мы вовлекаем игроков игры в сюжет в осмысленной манере. Мы спросили у разработчиков, как мы можем помочь. Они нам сказали, как мы можем помочь. То есть, например, мы можем организовать свою собственную делегацию. Мы сделали форму, карточки, которые мы, кстати, раздавали всем желающим присоединиться к нам. Мы организовали группу, и каждый день у нас был несколько лидеров групп, которые проводили расследования, помогали искать улики, помогали выполнять миссии. Например, надо было распространять слухи, играть в игры с монетками, даже иногда вовлекать игроков, которые находятся в игре, в небольшие события и флоты. Сейчас, например, у нас были опасения того, что главный виновник всего произошедшего, агент с кодовым названием Vulture, пытается в игре покинуть систему, и мы попросили всех наших человек, которые уже были в системе до этого, перекрыть все выходы из нее. То есть, если бы появился этот персонаж, мы бы попытались его сначала задержать, и уже потом, если это будет невозможно, уничтожить. Но, к счастью, он оказался здесь, мы удостоверились в том, что это действительно он, и мы помогли его арестовать. Я скажу сразу, это было невероятно сложно. Мы все 3 дня по 8 часов искали улики. Это было сложно, но тем не менее я лично и все мы получили невероятное количество удовольствия от того, что происходило здесь. И я очень благодарен CCP за предоставленную нам возможность и, конечно же, The Company P. На сюжет это повлияет, скорее всего, с технической точки зрения. Разработчикам, которые занимаются сюжетом, это небольшая команда в CCP и команда волонтеров, которые недавно были объединены в новую группу.
Потребуется некоторое время, чтобы посмотреть, что вообще произошло здесь, проверить резолюции, написать сюжет. И, скорее всего, потом они будут выпускать небольшие хроники в течение нескольких месяцев для того, чтобы проинформировать игроков о том, что произошло. It started when a Kestrel-class frigate flown by an infected pilot crash-landed just outside the city. Наша главная цель как фракции была... Мы нашли виновника, мы помогли в изучении инфекции, и мы удостоверились в том, что войны не началось. Но, конечно же, последнее слово будет за разработчиками, и нам очень интересно узнать, что произойдет в конце. The next few days will be crucial in the struggle to contain the plague as scientists and delegates gather here for the QNOKE Inquest Summit. This is the only hope to find an alternative solution to the outbreak, other than the current method of complete containment, followed by simply waiting for the plague to run its course. Ну, в общем, вы поняли, что все очень-очень сильно заморочено. И действительно, это одна из тех вещей, которые меня здесь, на EVE-фесте, очень сильно впечатлила. Потому что реально ребята очень сильно заморочены на ролплее. При том, что в самой EVE Online, на этой ставке огромно не делается. Но при этом разработчики сделали отдельную сюжетную ветку, проработали сценарий, подготовили выпуски новостей, которые запускаются и здесь в эфир, и в интернете. Подготовились, к нелинейности, потому что по итогам каждого дня разворачивается, какой-то сюжет. Сначала там ищут какого-то сбежавшего пациента, потом шпиона находят, пытаются найти эту канистру с вирусом, потом все голосуют, предлагают разные резолюции, спорят. Причем спорить может кто угодно. Просто люди из зала выходить и говорить, почему и как что надо делать. Те, кто участвует в квестах, по ходу мероприятия, они получают голоса, которые имеют значение. И это очень-очень круто. Ну и, в общем, здесь такое прям интересное сопряжение. С одной стороны, поддерживает это все сам разработчик, и с другой стороны, вплетаются фанаты. Творческое объединение фанатов, которые всему этому подыгрывают. Получается очень-очень интересно. Причем ты идешь, гуляешь по этому фесту, и неожиданно случаются какие-то сценки, потому что здесь постоянно, тут вчера ходили ребята, искали пропавшие контейнеры, эти заначки. В результате нашли вообще за пределами комплекса. Потом искали вора, который украл токены. Нападали тут на лабораторию Минматар. Здесь постоянно была интересная движуха. И, наверное, то, что меня впечатляет, насколько круто ребята погружены в роли. Потому что ты действительно заходишь, у них в начале дня сит-рэп такой, Situation Report. Они в начале дня рассказывают какую-то новую часть сюжета, потом все с квестами бегают весь день, что-то пытаются найти, выяснить, что да как, а в конце дня голосование, и сюжет разворачивается в новом ключе. И вот сейчас, кстати, начинается финал, в общем-то, всего действия. This is not the galactic hour with Red Lorax. This is the final hour. What I'm sure the officer was trying to say was that to obscure the voting process, the glasses on either the same side is no second vote. So even though it looks clear which vote has won, we don't know it yet. Вчера, в конце голосования, наша делегация стояла у этого выхода, и бывший член совета CSM, он попытался украсть емкость с этими монетами для голосования. Он выбежал через этот ход, я погнался за ним, я поймал его, уронил на пол и привел обратно. Разыграли небольшую сценку, и отдельно ему спасибо за то, что он играл до конца, даже несмотря на то, что он проиграл. И так как это была всего лишь актерская игра, в конце мы просто расстались. Также вчера наши сотрудники безопасности попытались вынести один из контейнеров, которые актеры использовали для того, чтобы ввести инфекцию в тело больного. Их остановили, но сегодня мы решили, что это отличный сюжетный ход, и мы немного, так сказать, подыграли актерам. Они нам подыграли, и мы смогли разыграть огромную сценку для всех присутствующих. This is the end of the immersive event. Thank you.
Ну, в общем, вот так вот впечатляются, погружаются, заигрываются поклонники EVE Online. По-моему, это прекрасно, молодцы. Я прям здесь вот схватил атмосферы. При том, что, повторюсь, EVE Online все-таки не про это, не про ролл-плей, да, в первую очередь, а про реальные истории реальных игроков. I wanted to be a pirate. I wanted to, be the bump in the night, the bad guy. Ну и, собственно, это, наверное, самое интересное, что ждет EVE Online в этом плане в будущем. Как будет развиваться игра, да, в какую сторону. На конференции здесь, на EVE Fest, наверное, одна из самых интересных вещей, которые сказали, то, что CCP, у них есть свое отделение, которое занимается искусственным интеллектом, AI, и в современном понимании искусственного интеллекта в связи с нейросетями, что они могут предложить, в общем-то, EVE как игре и человечеству вообще в целом. И надо сказать, что глава компании, он реально думает другими категориями уже. То есть EVE — это любимое детище, с которого начинали. Судя по тому, что прозвучало на сцене, его заботят уже какие-то глобальные истории, глобальные мысли. И EVE — это только начало. And my hope is that in the next 20 years, we will be able to springboard from the first 20 years into these areas and bring back some amazing things to make EVE Online stronger and make other massive projects. И в любом случае нам от этого, как минимум, будет интересно. Потому что, просто начать думать, как может машинное обучение, deep learning и прочее повлиять на игру, такую как EVE. Например, могут появляться генерируемые какие-то истории, сюжеты. Может появиться неизвестный AI-враг, который будет иногда появляться и делать всем больно, и игроки будут вынуждены объединяться против него, и все это будет не заскриптовано. Может появиться много новых условий интересных для игроков, новых саморазвивающихся сюжетов. И собственно, мне кажется, мое впечатление, первые кусочки вот этого уже показывали здесь на конференции. То есть они сделали новый PvE-режим, который называется Shipyards, который связан с пиратами, у которых есть крутые шипьярды, которые невозможно просто так найти, они только случайно можно на них наткнуться. Их охраняют очень много аишников, и этот аишник, он адаптируется к размерам флота, к тактикам, которые вы против него используете. Он постоянно тебя удивляет. И самое интересное, что когда ты убиваешь аишника, локация этого шипьярда становится известна всем. Туда уже прибывают живые игроки. То есть это интересная концепция. Это новые необычные эксперименты в сочетании PvP и PvE. Я думаю, что это первые шажочки к тому, что нас ждет в будущем. Due to the complexity of constructing and maintaining these shipyards, Blood Raiders are not expected to be able to deploy more than one at a time, but that will also cause them to defend them with fierce determination. И также они, конечно же, качают визуальную составляющую. Здесь, прям видно, что существование такого проекта, как Star Citizen, подогревает их немножечко. И EVE впервые за долгие годы появляется, прям space porno, так называемое, когда некоторые вещи делаются исключительно ради визуальной этой порнографии с космическими кораблями. С анимацией пушечек, выстрелов, взрывов. Теперь безумно красиво выглядит солнце в игре, различные звезды. Here the suns are sped up 50 times faster. И от всего этого веет влиянием, так сказать, Star Citizen, потому что он задал визуальную планку, им нельзя отставать, и это, в общем-то, похвально. Порно про корабли — это хорошо, на самом деле, это здорово. EVE становится красивее, хотя все равно серьезные битвы играются на миникарте, это понятно. И, в общем, наверное, и еще одним таким любопытным фактом со всех конференций было то, что вместе с Женевским университетом и с университетом Рейкьявика разработчики начнут вместе с игроками EVE такой научный проект по изучению света от звезд с целью найти новые экзопланеты, планеты, которые пригодны для жизни, чем, собственно, НАСА занимается, но звезд у нас огромное количество, и это, на самом деле, очень сложная работа, искать, смотреть экзопланеты. И игроки в EVE в игровой форме, опять же, будут этим заниматься не без выгоды для себя. Не в первый раз они уже подобными околонаучными темами занимаются. До этого протеиновые цепочки структурировали. В общем, молодцы.
очень приятно, что проект не сгибается. У меня с Евой вообще сложные отношения, я за нее много-много лет платил, не играя в нее, потому что мне нравилась идея, но я понимал, что она еще не реализована, я не готов на нее столько времени тратить вот в таком виде. Но когда-то это к чему-то приведет. Сейчас я уже, конечно, за Еву не плачу, но я понимаю, что все-таки проект развивается, становится интересней, и черт знает, когда-нибудь, может быть, он превратится во что-то совершенно уникальное, да, неожиданное, когда вот начнется генериться контент компьютером, искусственным интеллектом, и все это будет не загибаться, да, а развиваться. И вот на этом фесте мне вот действительно снова захотелось окунуться в Еву, чего не было уже много-много лет. Maybe the sleepers are the ones needing the body parts so that they can reconstruct bodies because their actual bodies have withered away. Сейчас пойдемте внизу. Будут разрезать памятный торт к 20-летию компании, потому что у нас важная дата. TCP исполняется 20 лет. 20 лет люди делают то, что они делают, потому что самой Еве, по-моему, 14. У этой компании очень интересная история, и она достойна своего торта. Говорят, он будет 20-метровый, по метру за каждый год жизни компании. Пойдемте. This year, CCP will turn 20 years old. Ну вот он, тортик на 20-летие. Но остается еще одно незавершенное дело. Вот народ собрался смотреть церемонию закрытия, на которой будет выступать, собственно, диджей Ходор, я бы сказал так. Ну, то есть актер, который играл Ходора в «Игре престолов». Он еще, кроме всего, диджей, электронную музыку играет. И сейчас он будет там выступать на сцене. Пойдемте посмотрим. Yourself, guys, and I'll see you again sometime. Hodor. Ну и в заключение некая такая особенность и традиция последних лет. В конце каждого феста устраивается паб-кролл, так называемый забег по пабам, когда в город устремляются 12 групп сумасшедших фанатов и онлайн, ну и журналистов и гостей. Выглядит это очень смешно, все бегают по городу в направлении различных пабов, там бухают. Для простых смертных игроков это прекрасная возможность пообщаться с разработчиками, в том числе с главами недосягаемыми, ну и просто нажраться. Ну и со стороны выглядит это, согласитесь, очень весело. Давняя традиция CCP после феста снести Рейкьявик толпу пьяных фанатов их онлайн. А, вон еще один туда пошел. Так ходишь, с другими группами пересекаешься, и вы вместе разносите город. Хотя не, пизже, все говорят, что фанаты Евы настолько скучные, что все очень мирно проходит. Помнишь, он говорил? Вот один из них. Да, вот один из них.
В общем, ребята молодцы, работают, новостей много, все новости интересные. Было очень здорово здесь находиться. Ну а я отправляюсь дальше. И не поверите, на следующий фест, прямо отсюда, из Исландии, я улетаю во Флориду, в Орландо, где состоится Star Wars Celebration. Ну и там мы снова с вами увидимся. Придется сбросить это пальтишко и, в общем-то, надеть рубашку с короткими рукавами. И не скрою, я очень давно ждал такой возможности. Оставайтесь на связи, ставьте лайк, если понравился рассказ. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Пишите в комментариях, что вы думаете про Еву и вообще про все, что проходит вокруг нее. Ну и увидимся в следующих сюжетах. Счастливо! High enough fires detected on station.